Друзья, всем привет! Вы на канале Гитарной лаборатории. Сегодня мы с Тёмой расскажем вам про очень интересный проц, который называется Voleton GP200 LT. Поехали! Это облегченная, немножко урезанная версия процессора GP200, на который, кстати, у нас есть обзор, и ссылку вы сможете найти в описании к этому видео. Отличается он тем, что здесь просто нет педали экспрессии на борту, но вы можете ее подключить. А так-то, в общем, классический гитарный процессор со множеством легендарных усилков, кабинетов, эффектов. Плюс можно подгружать свои собственные импульсы, что в наших реалиях это просто огромное преимущество перед процессами, в которых нет такой функции. Друзья, в дополнение ко всему, надо обязательно упомянуть о том, что здесь присутствует лупер, длительностью которого 180 секунд, и большой выбор всяческих драм-пресетов, драм-машина с различными вариациями стилей, темпов и тому подобное. Плюс ко всему, проц работает как аудиоинтерфейс, то есть вы можете подключить его к компу, использовать его как аудиокарту. Также можно с помощью этого проца рямпить ваши гитары, если есть такая задача. И еще здесь есть встроенный лупбэк на борту для стримов. Что, друзья, давайте углубимся в функционал нашего процессора, покрутим ручки, потыкаем кнопочки. И, первые кнопки — это переключение наших банков. Как вы видите, они обозначаются цифрой. Вот банк 1, банк 2. Внутри каждого банка у нас есть по 4 пресета с соответствующими названиями. Дальше у нас идет кнопочка Control. И надо отметить, что очень удобная функция. На эту кнопку можно назначать включение отдельных эффектов в нашем пресете. Длительным зажатием кнопки у нас включается тюнер. Вот. Серег, расскажи, когда мы зажимаем пару кнопок, что это нам дает? Да, в общем, в этом процессе, как и во многих процессах, в которых не такое большое количество кнопок, производители всегда пытаются воткнуть какие-то дополнительные удобные функции при нажатии одновременном на две кнопки. Например, если зажать первые две кнопки вместе, мы попадаем в меню переключения банков. Соответственно, они тоже переключаются нажатием первых двух кнопок банки вверх и в следующих двух кнопок банки вниз. Следующие две кнопки включают лупер. Вот, и, соответственно, сразу же функции этих кнопочек, они меняются на функционал лупера. Здесь все удобно очень отображается на дисплее. Вот, чтобы выйти из режима лупера, нужно нажать последние две кнопки. Так, самые главные ручечки, давайте на них сфокусируемся. Сначала это ручка мастер, это мастер громкость, соответственно, нашего звучания общего, ручка громкости наушников. И, наверное, самая главная, самая функциональная ручка называется пара, что означает параметры, да? Мы ими переключаем также наши банки. И, допустим, если нам нужно отрегулировать какие-либо параметры внутри, заходим туда, и мы видим нашу с вами цепочку эффектов, которую мы крутим, выбираем
И тут уже у нас немножко такие глобальные истории переходят во внутренние. Вот, допустим, давайте с вами, к примеру, выберем Distortion. Мы заходим туда, и вот вы видите список тех самых легендарных педалек, фузов, перегрузов, грелок, которые мы можем назначить в наш собирающийся пресет. Вот, как вы видите, тут очень много, бустеры, в общем, полным-полно всего. И также можно поступить, нажимаем кнопочку Back, также можно поступить с любым другим эффектом, с дилеем. Давайте пробежимся быстренько, посмотрим, что тут есть. Ну, тоже куча всего. Аналоговые, ленточные. Ну и тому подобное. То есть ручка, отвечающая за назначение и регулировку тех эффектов, которые нам нравятся. Ну, как вы видите, в самом низу экрана, в самой нижней строчке у нас есть такая подменюшка, за которую отвечают вот эти наши 3 крутилочки. Вот. В данном случае это уровень гейна дисторшена и настройки, видимо, низких частот эквалайзера. И самая последняя настройка — это Patch Volume. Эти 3 настройки можно поменять. В каждом патче есть отдельная такая вот менюшка в верхней части экрана. Она находится, называется Patch Settings. Вот, если в нее зайти, то в самой первой опции будет knob one с первой крутилки по 3-ю крутилку, и мы вот как раз-таки в этой менюшке можем выбрать любой блок нашей цепочки и любой параметр, который мы будем менять. Вот. И так можно сделать с каждой из крутилок. То есть все очень удобно. Ну, это удобно, да, чтобы тебе постоянно не заходить, там, не крутить. Да, если, например, вам нужно быстро поменять гейн дисторшена или гейн усилителя, или поменять настройки эквалайзера, или поменять какую-то из настроек любого эффекта, который есть у вас в цепочке, можно вот вынести их в эту строчку и, например, если нужно что-то получить быстрый доступ к этому эффекту, быстренько его подкрутить. Друзья, давайте посмотрим дальше. Значит, вот эти кнопки отвечают за блоки эффектов. Соответственно, мы их нажимаем, они у нас активируются и деактивируются. Всего у нас их 10 штук. Как вы видите, вот эквалайзер, модуляция, ну, в общем, все, что написано, соответствует каждому эффекту. И, как мы говорили раньше, какой-либо из этих эффектов, чтобы вам, допустим, нужно включить отдельно там бустер или дилей, можно назначить на кнопочку Control. Да, причем не обязательно один блок, можно назначить несколько. То есть это такой как бы аналог сцен, за исключением, что все настройки внутри блоков сохраняются. То есть вы просто их включаете и выключаете. Да, очень удобно. Кнопочка Back, которая возвращает нас... предыдущую менюшку, да. Да, предыдущую менюшку. Кнопочка Global, тут всяческие уже такие... Глобальные настройки процессора. Да. Всякие разные. Листать можно обнулиться. Давайте... Нет, не будем. Драм. Это у нас драм-машина. Разные размерчики, стили, грувы. И самая главная кнопочка, чтобы все не потерять, что мы накрутили, кнопочка Save. Вот у нас сохранился, да. Ну что ж, мы рассмотрели все доступные органы управления. Предлагаю послушать, что же этот проц может из себя выдавить. Да, погнали, посмотрим. Так, ну что, у нас стоит винтаж овердрайв, да? Да, я попереключаю, а ты переключаешь.
Вот это отлично. Ну, я думаю, что в целом понятно. В целом, да. А, Есть удачные, есть да, странные ну, как обычно. пресеты, да. Самое мое любимое, И- на самом деле, читать, как эти пресеты называются. Каждый производитель, в общем, вносит какие-то свои приколюшечки сюда. Авторские видения Да. такие, да. Да. Прикольно, что здесь есть акустический симулятор встроенный. Не во всех процессах есть акустический симулятор. Вот. А иногда, на самом деле, он очень даже полезный бывает. Мгм. В концертной практике, по крайней мере. А дальше давайте попробуем нарулить удобоваримый перегруз. Друзья, у нас с вами открыт пустой пресет, и давайте начнем с усилителя. Пускай будет такой Богнер, наверное, да? Да, вот сюда правильный. Кабинет. Что-то не похоже на перегруз. На перегруз не похоже. Может быть, посмотрим другой усилок? Да? Ну да, что-то уже есть похожее. Может быть, добавить сюда грелку? Давай посмотрим. Дист. Может быть, посмотрим еще кабинеты какие-нибудь, какие здесь есть. Даже не знаю, что добавить. Может быть, noise gate? Давай, Noisegate. Noisegate, я так понимаю, это у нас, наверное, NS. Нет, это NS. А, это NS. Она где-то тоже в верхнем ряду. Там, Это мне кажется, перед дисторшеном. А, вот NR, да. Noise Reduction. Ну что ж, вполне себе неплохо. Может быть, для сольных каких-то историй добавить сюда дилей и ревер, а может быть еще и хорус. Давай посмотрим.
Ну, в общем, на мой взгляд, достаточно все неплохо. Есть множество вариантов как по эффектам, так и по усилкам. По отстройке тоже можно углубиться и просидеть несколько часов за этим процессом. Плюс еще есть возможность подгрузить собственный импульс, который кардинально может изменить картинку точно в положительную сторону. Если есть какие-то хорошие, любимые импульсы, точно стоит их попробовать в этом процессе. А теперь давайте попробуем нарулить что-то более легкое. Опять же, мы подгрузили пустой пресет. Звук абсолютно чистый, линейный. И я включаю блок усилителя. Такой винтажненький перегрузик такой. Да, я в данном пресете задействовал почти все блоки, то есть и также их можно назначить на кнопочку Control, например, да, и какие-то отключать, например, блок дисторшена, дилей, ревера, использовав, соответственно, эту функцию для того, чтобы включать такой, типа, околосольный или сольный звук. Мы рассмотрели практически все функции этого проца, послушали пресеты, сделали парочку своих. Осталось рассмотреть две функции. Это лупер и драм-машина. И если с лупером, в принципе, все уже понятно, то хотелось бы послушать несколько грувов драм-машины.
Круто, что в этом приборе есть драм-машина, хотя, на мой взгляд, наличие драм-машинки в проце — это такое более ученическая, нежели чем профессиональная история. Вот здесь действительно много различных стилей. В этих стилях есть большое количество разных грувов. Можно менять темпы, можно менять громкости, искать балансы, чтобы было удобно заниматься. Но самым главным преимуществом то, что в драм-машинке есть главный друг любого музыканта — это метроном. Поэтому ставлю плюс этому процессу за наличие драм-машинки. Друзья, также для этого процессора существует приложение на компьютер, с помощью которого вы можете обновлять прошивку, закачивать свои импульсы и всячески отстраивать свой процессор. Пришло время делать выводы. От себя могу сказать, что очень клево, что этот проц маленький, он в металлическом корпусе крепком. То, что здесь большое количество усилков. В плане пресетов, наверное, скорее, на мой личный вкус, я больше минусов поставлю. Но, в принципе, это касается почти любого процессора. Стоковые пресеты не всегда блещут каким-то качеством. Они скорее предназначены для того, чтобы вы лучше ознакомились с возможностями проца, послушали все возможные звуки, которые здесь есть. От себя добавлю и тоже плюсану по поводу форм-фактора этого процессора, как он сделан. Мне кажется, что если он случайно упадет, за счет такого цельнометаллического корпуса ему вообще ничего не сделается. По поводу пресетов соглашусь, что очень много невнятных таких звуков, но при правильной настройке и отстройке в таком ценовом диапазоне, как этот процессор, а это у нас такой среднячок, да, я так понимаю, чуть ниже, наверное, среднего, можно нарулить очень достойный звук. И также надо еще отметить, что мы забыли упомянуть про пресеты, уже встроенные для баса и для акустики. Также можно работать с акустической и с бас-гитарой. Вот еще для меня лично плюсом является то, что здесь нет педали экспрессии, потому что меня очень редко устраивает педали экспрессии, то, как они ощущаются, обычно встроены в проц. Вот. Но можно включить свою педаль, даже две педали, или футсвичи педаль дополнительную, что тоже плюс скорее этому процессу. Наличие драм-машины и лупера тоже считаю преимуществом этого процессора, но скорее для начинающих гитаристов. Вот. Ну, или с другой стороны, иногда очень прикольно бывает, если нет под рукой компа, просто вот поджемить с помощью одного прибора. Например, где-нибудь там, в гримерке на бэкстейдже или в отеле. Да, ну и плюс приложение для компа, возможность загрузки импульсов. В общем, все достаточно по-взрослому. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, давите на колокол, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в наши соцсети, обязательно оставляйте ваши комментарии и увидимся в следующем видосе. Пока. Пока-пока. Ну не поподробнее, а просто остановиться на драм-машинке и послушать пару. Первая драм-машина появилась, Первая драм-машина появилась в далекий. Паровая, знаешь, такая, блядь, симпатка. И там человек сидит такой. Да, с огромными колесами.